Здорово! Хочу вам рассказать про такую игру, как Valorant. Как вообще она ощущается в 2024 году, учитывая, что я полжизни играл в Counter-Strike. Расскажу вам, как я пытался адаптироваться к местным механикам, что стоит знать новичку в этом мире, где, способности намного важнее, чем просто умение стрелять. Для вашего понимания, я ветеран КС. У меня даже медаль есть. У меня было все. 10 левел фейс, больше 3500 часов в игре. Кейсы, которые я продал за 5 рублей, а сейчас можно было бы ими закрыть ипотеку. Вы скажете, 3500 часов это не так много, у меня больше. Обязательно напишите в комментариях, сколько у вас наигранных часов, мне будет очень интересно. А потом началась взрослая жизнь. Универ, работа и дальше по списку. И вот спустя годы решил я вернуться в соревновательные шутеры. Но с условием попробовать что-нибудь новое. Вот это поворот! И вот он, Valorant. Будем посмотреть. Погнали. При первом запуске игра сходу нас встречает катсценой. В ней какой-то типочек спрыгивает с самолета, приземляется, и вот она игра. Для онлайн-игры интересный ход. Я такого раньше не видел. Напишите в комментариях, в каких играх еще такое есть. Первое, что бросается в глаза, это графика и этот новомодный мультяшный стиль, а-ля Overwatch. Такого в наших Counter-Strike'ах не было. Двигаемся по обучению, пока все просто. Стреляй, попадай, убивай. А где гранаты, спросите вы? А я вам отвечу. Здесь их нет. Вместо гранат здесь у персонажа способности. Как потом выяснится, у каждого персонажа разные. Так еще и на закупе все оружия доступны обеим сторонам. Было бы здорово, конечно, за контров калаш покупать сразу. Конкретно на этом персонаже механики вроде те же. Молотов есть, флешка есть, бросаются странно, ладно. Раз уж заговорили о персонажах, давайте остановимся на них поподробнее. Герои, а как их здесь называют агенты, довольно интересный момент. В КС мы должны оставаться мыми, а не аними. А здесь кто на что гораст. Один тебя на аимку 1 на 1 зовет, другой молотов кидает, третья какую-то птицу. Именно на этом моменте мой кайсерский мозг впервые поплыл. И на первый взгляд это все кажется нафиг ненужным. Но потом понимаешь, что именно этот элемент делает игру более стратегичной. Ладно, поговорим теперь про стрельбу. Хотя и говорить тут не о чем. Стрельба как стрельба, но привыкнуть надо. Единственный отличительный момент, что тут на каждой винтовке установлен прицел, как на ауге. Но я особо не замечал, чтобы им пользовались, но поправьте меня в комментариях, если я не прав. И вот по моим ощущениям, в КС ты просто играешь. Если вы не какие-то там мастера спорта, раскидки учите, тут тебе надо быть каким-то невероятным психологом, стрелком, стратегом, мастером боевых искусств, вообще чем угодно, потому что на одной стрельбе я тут вообще не вывожу. А стратегически, если в этой команде есть я, который вообще не понимает, что здесь происходит, это точно поражение. Кстати, за тем, как я невероятно плохо играю в Valorant, можете посмотреть на моих стримах, ссылку оставлю в описании. Пока мне еще сложно определять все плюсы и минусы Valorant, поскольку я наиграл слишком мало. Но я все равно могу ответить на вопрос, стоит ли поиграть в Valorant, если ты всю жизнь играл в Counter-Strike. Да, точно стоит, учитывая, что она бесплатная, и если не сейчас, то когда вообще. И главное запомните, никогда не продавайте кейсы за 5 рублей. Вот такой короткий ролик вышел, друзья. Надеюсь, вам было хоть чуточку интересно. Пишите в комментариях, что вам ближе, Counter-Strike или Valorant. Подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Twitch канал и обязательно делитесь советами по игре. До скорого!